Тут у нас Государственная Дума решила поправкой к изменениям в КоАП о нарушениях в транспортно-экспедиционной деятельности добавить возможность штрафовать на 5000 рублей граждан за поиски экстремистского контента в интернете. И сразу появилось много разговоров об этом и мифов каких-то. Почему-то многие подумали, что собрались запретить и чуть ли не криминализировать VPN, что совершенно не так. Но основные комментарии к законопроекту начали выдавать ультралоялисты, типа, например, Мизулиной. Та интересуется, как же вообще понять, экстремистский ли ты материал ищешь или нет, если в списке этом есть, например, статья под названием «Основы ислама» или «Завещание» или даже «Я русский». А Маргарита Симоньян заинтересовалась, как же теперь клеймить позором всяких экстремистов, если их запрещено даже читать. Законопроект на этом этапе не выглядит слишком опасным в плане усиления репрессий, однако политически он очень важный. Сегодня мы поговорим о том, почему государство пошло в этом направлении и чем это грозит гражданам, а главное, каким гражданам это чем-нибудь грозит. Перед тем, как начнем, если тормозит YouTube, у нас есть в описании ссылка, как его ускорить, и там же спонсор рубрики VPN Liberty, который на первые 30 дней бесплатный. Такого рода законодательство преследует одну единственную цель – создать ситуацию, когда абсолютно все потенциально ходят под статьей. Поиск заведомо экстремистских материалов – это принципиально неформализуемое деяние. Список экстремистских материалов – это 5500 материалов обо всем на свете, начиная с книг и номеров газет, заканчивая файлами в формате MP3 и AVI. Называться эти материалы могут как угодно, вот, например, «Завещание». Какое сочетание слов в поиске должно свидетельствовать, что гражданин искал именно экстремизм, абсолютно непонятно. Такая формулировка закона означает, что вас могут преследовать за любую интернет-активность. Не существует такой истории поиска, которая бы ни в одной своей части не могла бы быть квалифицирована как попытка отыскать экстремистский материал. Это идеальный закон с точки зрения произвольного правоприменения. Его текст вообще не предусматривает наказание за действие. Он предполагает, что каждый человек всегда носит в телефоне или имеет на компьютере состав административного правонарушения. Менту, который завладел вашим телефоном, больше не нужно пытаться найти там запрещенку. Теперь для административного протокола достаточно, чтобы он почему-то решил, что вы эту запрещенку искали. Надо думать, что ровно под такие случаи, под случаи физического досмотра телефона и компьютера, этот закон и создан. Да, безусловно, Яндекс, ВК и прочие российские сервисы без разговоров выдадут историю вашего поиска кому угодно, но представляется весьма сомнительным, что пока это административка и штраф 5000 рублей, какие-то силовики будут запрашивать у сервисов данные. Законы такие существуют для двух целей. Во-первых, для массового запугивания, чтобы люди второй раз думали, читать ли или смотреть ли им что-то. Во-вторых, чтобы дать себе основание доколебаться до человека, относительно которого и так принято решение доколебаться. Когда менты решат залезть в ваш телефон, они полезут туда не за тем, чтобы смотреть историю поиска, и не ради штрафов 5000 рублей. Однако, на случай, если на вас совсем ничего найти не удалось, теперь всегда есть запасной закон. Меняет ли что-то существенно новая норма? Смотря как к этому относиться. Если оценивать сам закон, это полная нелепица, которая даст всем повод ее обсудить, запугает какое-то количество людей и никогда не будет массово применяться. Административки, тем более такие копеечные, силовикам особо не нужны. Никто не будет специальным образом упарываться и бегать за вашим поисковым запросом. Если относиться к этому как к прецеденту, то прецедент этот неприятный. Государство пока аккуратно и лишь кончиком пальца заходит на поле преследования граждан уже не за действие, но за пассивное потребление информации. Совершенно ожидаемо было, что рано или поздно российское государство в эту сторону пойдет. Ровно как до него в эту сторону пошел Лукашенко. Политические активисты, независимые журналисты, оппозиционные организации – все это давно за пределами доступности российских ментов и спецслужб. Кого могли посадить или убить, уже посадили или убили. Остальные за границей, и все взаимодействие с такими, как мы, носит исключительно ритуальный характер. Да, за время войны успели выстроить прям отдельную законодательную рамку,
для преследования уехавших, и с каждым днем растет и ширится практика заочного осуждения. Но такие репрессии сродни спиритизму. Следователь отписывает тома виртуального уголовного дела, прокурор несет его в суд, судья выписывает произвольное количество лет срока, а подсудимый сидит себе в Лондоне, Барселоне или Вильнюсе и узнает о своей тяжелой судьбе из новостей. Упражнение это скорее выставляет всех участников глупцами, чем кого-то пугает. Вот на днях Борису Акунину выписали 14 лет срока, как за убийство с отягчающими. Действие столь же практически бессмысленное и политически убогое, как приказ Ксеркса высечь море. Машина государства, заточенная на поиск политических врагов, не может остановиться или удовлетвориться виртуальным осуждением каких-то физически недоступных персонажей. Если вы создаете министерство по охоте на слонов, оно будет отчитываться успехами в охоте на слонов. Если министерство это в Якутии, то тем хуже не министерству, а всем, кого назначат слонами. Юристы, занятые в России делами о политических преследованиях, говорят, стало заметно больше дел против совершенно случайных людей. Не в том смысле, что раньше не сажали за лайки и репосты, но раньше для большинства таких дел конкретный лайк, репост, комментарий были скорее формальным поводом. Был какой-то региональный активист, журналист, эколог, градозащитник, который раздражал местных чиновников, силовиков или олигархов. Вот ему можно наркотики подкинуть, а можно пришить репост Навального или ролика о Буче. За большинством политических дел, даже если сама фабула обвинения была абсолютно нелепой, все-таки стояла какая-то другая активность, за которую преследовали. Ну, то есть понятно, что уголовка против какого-нибудь известного политика или активиста случалась не за конкретное высказывание на конкретном стриме, а за то, что он конкретный политик или активист. Сейчас же, когда абсолютно все, кто действительно воспринимался как враг, просто закончились, в жернова машины по борьбе с врагами стало попадать все больше абсолютно случайных людей, у которых никакой другой политической активности в жизни, кроме одного репоста, комментария или единственного доната, просто не было. Очередные ужесточения законодательства против иноагентов, возможность заводить уголовное дело уже после первого нарушения законодательства. Все это как заочные казни тех, кого и так уже 16 раз заочно посадили. Но новый закон, безусловно, первый пробный шар и первая попытка сильно расширить категорию тех, кто потенциально может попасть под случайные репрессии. Еще раз на всякий случай повторю. Закон в нынешнем виде не опасен сам по себе. Мы говорим только об идее, которую он собой иллюстрирует. А идея простая. Государство хочет избавить силовиков от необходимости выискивать у жертвы хоть какую-то активность. Пространство потенциального преследования с формулировками вроде «поиск заведомо экстремистских материалов» распространяется вообще на всех. Потому что если у человека нельзя найти никакой другой активности, кроме поиска неизвестно чего в интернете, то очевидно, что человек этот случайный, который толком и политикой никогда не интересовался. Так зачем же государству двигаться в эту сторону? Тут есть две группы обстоятельств – практические и политические. Сейчас это обсудим после небольшой рекламы. Посмотрите, пожалуйста. Во многих странах действуют ограничения на операции с наличными. Так государства борются с теневой экономикой и серыми доходами. Поэтому при путешествии за границей лучше иметь с собой карту зарубежного банка, а то и две, на всякий случай. К тому же их сейчас достаточно легко и быстро можно оформить. Например, через компанию SkyZit. У них удаленно можно оформить карту банка ближнего зарубежья и получить ее с доставкой на дом. Из документов понадобится только загранпаспорт. С картой вы сможете оплачивать онлайн-сервисы, бронировать отели и совершать покупки за границей. Ее можно подключить к Google Pay и расплачиваться пластиком. Приложения банка и техподдержка работают на русском языке, а пополнять счет можно с российской карты. А еще для каждого клиента бонусом идет страховка для путешествий и доступ в бизнес-залы в аэропортах. Если вы думали, что завести такую карту дорого, то это не так. У SkyZit есть доступные цены и даже рассрочка с первым платежом через месяц. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать подробности. С промокодом CATS будет скидка до 15 тысяч рублей на услуги команды. И еще в подарок к вашей карте приложат вот такую наклейку, напоминающую о нашем канале. Так зачем же государству вообще двигаться в сторону возможности произвольного преследования вообще всех? Тут есть две группы обстоятельств, практические и политические.
Практически мы описали. Машине репрессий нужно работать. Менты и чекисты будут расширять себе пространство произвола. Пока речь идет об административном штрафе, как за неправильную парковку, пока у закона нет шансов реально заработать, но тут лиха беда начала. Главное, появилось новое основание для привлечения к ответственности. Повышение же штрафов и введение уголовной ответственности просто потому, что следователь решил, будто Навальный способ хранения плодоовощной продукции – это поиск экстремистских материалов, и за это надо бы посадить. Все это дело техники. Новые законы точно так же примут втихаря поправками ко второму чтению. Политическая группа обстоятельств чуть менее очевидна, но тоже не секрет. По мере старения автократии, особенно персоналистские, становятся существенно более параноидальными и начинают чуять угрозу там, где раньше им бы и в голову не пришло ее искать. Не будем повторять про 2013 год, но напомним, еще 4 года назад мы вели оппозиционную кампанию прямо в Москве. Прям я был начальником штаба. На этом канале мы собирали деньги, каждый день выпускали ролик. Прям открыто ходили, подписи собирали и агитировали, и делали это под лозунгом «Россия будет свободной». Да, избраться в итоге нам не дали, но даже само описание ситуации сегодня звучит совершенно сюрреалистично. Всего-то 4 года назад российский режим считал возможным себе такое позволить. Большая война параноидальность резко усиливает. И в этом тоже нет никакого секрета. В состоянии большой войны спецслужбы, которые в нашей стране никогда не были обделены властью и полномочиями, становятся главными и единственными политическими лоббистами. Логика паранойи прекрасно сочетается с характером деятельности спецслужб. Паранойя заставляет искать новых врагов. Спецслужбы хотят искать врагов. В какой-то момент неизбежно все приходит к тому, что врагов открытых уже нет. Но есть куда более опасные и коварные враги. Враги скрытые, враги спящие. Враги эти не пишут постов в интернете, не ходят на митинги, не снимают роликов и не публикуют расследований. Враги эти могут выглядеть как лоялисты, могут работать на государство, занимать большие должности, публично проговаривать то, что Путин с его окружением хочет слышать. Но в реальности, в глубинах черной своей душонки, они просто хотят пересидеть и переждать, пока кремлевские старцы одряхлеют, потеряют нюх и хватку, пока окончательно увязнут и запутаются в собственной войне, пока начнут грызть друг друга. Вот тогда-то вдруг окажется, что в стране очень много недовольных, которые готовы действовать. В данном случае репрессии раскручивают репрессии. Ведь что получается? Мы, мол, зачистили всех, кто себя проявлял, а кого не успели зачистить, тех запугали. Хорошо ли это? А как выясняется, плохо? Ведь раньше-то враги были на виду, мы их знали поименно, они у нас тут даже избирательные кампании устраивали и прямо говорили, что нас не любят. А теперь-то они затаились. То есть опасность не уменьшилась, а возросла. Ведь теперь их искать надо, выявлять. Сами-то они с плакатом на митинг теперь не прибегут. И надо сказать, они не просто так об этом думают. Ведь это все ровно так и есть. Примерно вся вертикаль власти, начиная половины совбеза и правительства, и заканчивая самым последним чиновником районной администрации, вот ровно так и думает. Именно что пережидает и при возникновении возможности немедленно подтолкнет падающего. По телевизору можно брехать о 100% поддержке граждан и о единстве власти, переходящей в экстаз. Но сами-то они о себе все понимают и общим со всеми воздухом дышат. Сами-то они понимают, что в реальности их ненавидят. Причем ненавидят в том числе и те, кто сидит совсем рядом. Когда всякие Мизулины и Симоньян переживают о новом законе, они все правильно понимают. Это явный намек на то, что государство в принципе собирается поискать врагов в своих рядах. Они их уже активно ищут и находят. СИЗО, колонии, а теперь уже и кладбища активно пополняются разного рода чиновниками. Сегодня быть российским чиновником или олигархом не лучше, чем оппозиционером, если не хуже. Но пока хватает чиновников по делам, связанным исключительно с имущественными преступлениями. Понятно, что вопрос времени, когда шпионов, диверсантов, экстремистов и прочих неблагонадежных элементов будут искать в высших эшелонах власти, под бочком у президента. Симоньян и Мизулина сильно переживают, что станет невозможно на врагов доносы писать, и правильно делают.
раньше или позже примут закон, который за чтение вражеских голосов будет давать не 5000 рублей, а 5 лет. И будете потом следователю рассказывать, что вы хотели просто заклеймить позором экстремистов, а не Путина из окна по их наущению выкинуть. Движение в сторону криминализации потребления информации опасно для всех, кто находится в России. Но для рядового человека это опасность сродни падению кирпича на голову или того, что вы окажетесь не в том месте, не в то время, и вам там, не знаю, менты наркотики подбросят, как случайному прохожему, палки ради. Риски для обычных граждан не стали больше, ведь не стал больше и аппарат репрессий. Механизма для массовых репрессий как не было, так и нет. Просто теперь есть еще один повод прикопаться, будто их и раньше не хватало. А вот для тех, кто на виду, кто внутри системы и с большим удовольствием подчитывает и слушает запрещенку, что объяснимо, не собственную же продукцию им потреблять, вот для таких персонажей риски возрастут резко. Государство говорит прямо: сам факт взаимодействия с информацией, которую мы объявили преступной, это крамола, нелояльность и повод присмотреться, не вынашивает ли пассажир неких вредных мыслей. А под такую лавочку, под такие чудные формулировки присмотреться можно к кому угодно и за что угодно. Вопрос только, кто на кого первого принесет донос. А там уже самого факта доступа в интернет будет достаточно. Друг друга эти граждане тоже хорошо знают и абсолютно не сомневаются. Если такое законодательство получит развитие, то эпидемия доносов друг на друга, особенно в переделе собственности и аппаратного веса, тут же распространится на всю верхушку государства. Пусть переживают о мысли преступлениях и правильно делают, что переживают. Правильно опасаются, что все их мыслишки дойдут до начальника, а мы понимаем, какие там мыслишки. Правильно думают, что система будет жрать своих, когда чужие закончатся. Потому что именно этим она и займется, будет жрать своих. И именно под это и затачивается законодательство. Нашим же зрителям еще раз скажем: все хорошо, VPN пользоваться никто не запретил, смотреть политические каналы на Ютубе или читать независимые СМИ было можно раньше, можно и сейчас. Все рекомендации по безопасности остались прежними. Если вы живете в России, воздерживайтесь от публичных действий, донатов и репостов, это опасно. Смотреть, слушать и читать безопасно. Пусть переживают те, за кем придут первыми. А они, похоже, и так переживают. До завтра.